Друзья, всем привет! Спасибо, что досидели до вечера. Постараюсь вас не разочаровать, рассказать кое-что интересное, но для начала все-таки хотел бы рассказать пару слов о себе. Я занимаюсь торговлей, у меня есть свой бренд UFT, мы продаем свой бренд и не только свой бренд, производим продукцию в Китае, есть свой офис в Китае. И с розеткой сотрудничаем уже очень много лет, еще до того, как она стала маркетплейсом. Создавали в розетке, то есть с моей продукцией создавалось много категорий, например, такие как там селфи-палки, гироборды, игры, гаджеты, подарки. То есть эти категории были инициированы либо мной, либо моими коллегами. Соответственно, то есть это вот вся вот эта товарка, которой многие занимаются, да, то есть, которая возят из Китая, трендовая, это и есть там наша фишка, наша экспертность и так далее. И у меня был определенный путь, которым я шел. Как у любого человека есть интересы, да, то есть есть деньги, есть бизнес, есть интересы, и есть определенный путь предпринимателя. И сегодня хотел бы рассказать о том пути, к которому я прихожу на сегодняшний день, чем мне интересно сейчас заниматься. Присутствует сумасшедшая конкуренция на рынке товарка из Китая, и для многих начинающих есть большая сложность выйти, и чтобы прям сразу происходил некий эффект вау. Я, например, помню там 2012 год, 13, 14, ты привозишь какой-то товар, и он тебе просто взлетает, потому что конкуренции вообще как-то не было, и что бы мы ни привезли, как-то все продавалось. Да? И не было у нас ситуации, когда что-то там подвисало. Вот прям, я даже не вспомню что-то такого, чтобы у нас подвисало. Сейчас на данный момент знаю ребят, многие возят товарку, и что-то у кого-то где-то подвисает, да, потому что огромная конкуренция. Я бы хотел обратить ваше внимание вот на что. Вот, когда приезжаешь в Китай, то меняется, ну вообще ситуация с коронавирусом, да, вот мне она особенно нравится, сравнить ситуацию с коронавирусом, то, что происходит на сегодняшний день и вообще. В Китай, когда приезжаешь, у тебя сразу переворачивается сознание. Друзья, есть те люди, которые уже были в Китае? Вот правильно я говорю, переворачивается сознание, когда ты видишь эти небоскребы, когда ты видишь этот WeChat, что у них с этим происходит, когда у тебя просто картинка меняется. И, конечно же, для многих стран, особенно где не совсем все good, с дорогами, с уровнем жизни и так далее, чем больше страшилка, что страшно у соседа, тем комфортнее я чувствую себя в домике. Да? И это вот примерная ситуация с коронавирусом. То есть действительно есть опасность, но все-таки те технологии китайские, которые на данный момент, мне даже сложно представить, что будет через 2-3 года вообще в Китае. Я сегодня расскажу вам, что сейчас уже есть, и попытаюсь поменять немножко ваше сознание от продажи товара к продаже технологиям, и хочу поговорить про экосистемы, которые существуют в Китае. Можно заниматься продажей просто товара, а можно создавать для себя целую экосистему. И это позволит вам конкурировать сейчас с большими игроками. Например, если кто-то продает велосипеды, самокаты, мотоциклы. И я покажу, как можно конкурировать с этими людьми. Как можно с помощью технологий, даже имея 500 тысяч долларов, можно зарабатывать то же самое с помощью китайских технологий. Хотел бы показать ту штуку, которая меня больше всего удивила. На данный момент в Китае есть компания NIO, то есть есть Tesla, да, которую вы все знаете. Есть компания NIO. И в Китае есть такое большая гордость у китайцев этой компании, потому что буквально за несколько лет они сделали невозможное. То есть они сделали очень много ноу-хау, батарея у них сейчас уже круче, чем у Теслы. То есть достаточно зайти на сайт nio.com, посмотреть NIO Day в Шэньчжэне, который прошел буквально месяц назад, и посмотреть, я просто взахлеб смотрел полчаса на то, что там происходит, то есть что они сделали с помощью новых технологий. Так вот, сейчас на этом видео будет замена батарейки. То есть кто-то говорит, что Tesla сделала что-то, они что-то сделали, но у них ничего не работает.
У китайцев работает, в Шэньчжэне стоит, я лично видел, заезжают машины и меняется батарейка за 180 секунд. То есть это уже сейчас существует. И не нужно долго заряжать машину, вы просто покупаете за 12 тысяч юаней, если не ошибаюсь, в год, это порядка около $2000, себе там некий абонемент, страховку или как там правильно это называется, и все. И вы можете спокойно себе менять батарейки, заряжать на станциях, ездить и так далее. Ну, там, понятно, Tesla чувствует конкуренцию, сделали вообще бесплатную зарядку в Шэньчжэне для всех Tesla. А включите видео, пожалуйста. И между технологией и реализацией очень большая разница. Можно долго думать, можно придумывать, но ничего не сделать, нифига не сделать вообще. А почему в Китае сейчас это делают? Китай — это огромнейшая фабрика, на которую все привозят свои технологии. И вот в Америке, там, в Австралии, в Европе появляется технология, и когда речь стоит о реализации, угадайте, куда едут все? Все едут в Китай. И когда все приезжают в Китай, это производить. Китайцы это делают, и у них собран колоссальный опыт всего мира в одной стране. И когда у вас возникает вопрос, а у кого поинтересоваться, а с кем можно сделать самый технологичный бизнес? В какой стране больше всего? Все американцы все делают в Китае, все европейцы все делают в Китае. И таким образом за эти годы они собрали все самые топовые технологии. И китайцев вроде бы как много, но у меня очень много друзей китайцев, которые достаточно там высокопоставлены и так далее. На самом деле у них, как и у нас, да, то есть в своих нишах, как такой, у нас, как говорят в Украине, да, там маленькое село. То есть они все друг друга знают. И там у меня одноклассница в Foxconn работает, да, там я на YouTube снимаю очень много разных видео, в многих там топовых компаниях снимаю, и чаще всего это просто там у меня здесь одноклассник, а здесь у меня сосед, а здесь у меня друг и так далее. Так вот, что касается технологий, вернувшись к технологиям, я сейчас в своей презентации покажу вам, понятно, есть там сложные устройства, подобные машинам и предпринимателям там, с $1000 достаточно сложно здесь заработать. Сначала я хотел бы рассказать про свое сообщество. У меня есть сообщество China Business Community. Мы провели там 2 масштабные конференции, в которые собираются люди, которые связаны только с бизнесом с Китаем. Это достаточно узкая ниша. 30 тематических встреч в Киеве, 3 в Гуанчжоу. То есть мы были инициатором организации собрания предпринимателей, которые ведут бизнес с Китаем. 2 чайные церемонии, 9 мафиозных встреч с президентом клуба «Мафия Украина». То есть у нас регулярные встречи ежемесячные. И мы много чего пережили за это время. И на данный момент нам стали понятны все боли. Да? То есть самая основная боль – люди хотят жить в онлайне. Да? Как говорят, что нас понемножку приучают жить с роботами. То есть мы все чаще пользуемся телефонами, мы все чаще сидим в телефонах, и мы понемножку двигаемся к тому, что мы рядом будем жить с роботами. Мы создали приложение China Business Community, которое объединяет всех предпринимателей, которые ведут бизнес с Китаем. Те, кто живут в Штатах, в Европе, в Украине, в Казахстане и так далее. Я немножко расскажу про приложение, то есть я просто покажу. То есть у нас есть там несколько уровней доступа в Xiaoboss, FreeLaoban и Laoban. FreeLaoban — это человек, который может просто в онлайне присутствовать на всех встречах. Да, там Laoban — это человек, который на всех офлайн встречах может присутствовать. Будет очень много фишек. Я буквально несколько забросил. То есть, например, просчет груза. Если вас интересует просчет груза, вы заполняете форму автоматически во все топовые компании города или страны, в которые вам нужно привезти товар из Китая.
вы забрасываете и автоматом разбрасывает. Да? Это те компании, которые, там, скажем так, мы верифицируем, там, их будет там, порядка, ну, то есть, вот, например, если Украина, их будет порядка 5, да, и мы всем разбрасываем. И, соответственно, вы получаете предложение от всех этих компаний. Если будут какие-то нюансы, я сейчас расскажу, как с этим можно бороться чуть дальше. Дальше. Все мероприятия будут здесь, можно на них записываться в онлайне, не нужно звонить. Будут контакты, то есть всех людей, которые в сообществе, будут контакты, будет там опросник, кто чем занимается, кто-то гаджетами, кто-то игрушками, то есть по темам. И вы можете посмотреть тех людей, с которыми вы можете кооперироваться. Также будут люди, также будут компании, с которыми вы работаете, то есть это компании там, логистические и так далее. Вы можете ставить им оценки. То есть оценки не будут, то есть все будут реальные, то есть будут оценки, будут отзывы, вы можете оставлять отзывы и смотреть реальную ситуацию про каждую из компаний. И почему мы так делаем? Потому что видим, что у одних предпринимателей получаются косяки там, с одной стороны, у других с другой. И, скажем так, люди остаются сами по себе и не могут друг с другом общаться. То есть здесь вы сможете общаться, ну буквально там еще там. Если кому-то интересна эта тема, то есть добавьтесь в Telegram-группу, и мы тестовую версию сбросим в Telegram-группу, вы сможете, то есть просто QR-код сканируете, переходите, вы попадаете в Telegram-группу. В эту Telegram-группу мы сбросим тестовую версию, в которой каждый может попробовать, как это работает. Путь предпринимателя. Вот каждый предприниматель двигается следующим образом. No-name бренд. Сначала мы привозим товары из Китая, под любым брендом, ноунейм и так далее, потом переходим к бренду. Если у нас получаются продажи, если у человека не получается продажи, он просто сливается. Если получается, он переходит в бренд. Это обязательно. То есть это закономерность, которая идет каждый. Есть, конечно, те, кто, скажем так, у кого есть там свои маркетплейсы, какие-то есть свои там CPA-сетки, то есть, но это немножко уже другая история. Тот, кто купил единожды ваш товар, будет носить вам деньги каждый день, пока живет этот товар. Да? То есть это, мне кажется, это мечта каждого предпринимателя в 2020 году. Потому что стоимость клиента регулярно растет. Реклама дорожает, все больше конкуренции, соответственно, реклама везде дорожает. У меня здесь сейчас к вам будет вопрос. По какому главному критерию вот, покупают электроскутер сегодня люди? Вот если бы вы покупали себе электроскутер, вот кто-то может ответить, по какому параметру главному вы бы себе его купили? Батарея. Угу. Спасибо. Надежность интересует? Вот давайте представим, что вы захотели себе купить электроскутер, деньги выделили, и уже вы намеренно хотите его купить. Вот где бы вы его покупали? Вот сегодня в Киеве, вот где купить электроскутер? А? Hotline. А? В Цитрусе. Известный бренд. Цитрус. Есть огромный рынок электроскутеров в Азии. И у нас тоже есть достаточно большой рынок электроскутеров, электросамокатов, электровелосипедов. И этот рынок растущий. Да? Скоро будут появляться шеринги. Это, если сейчас там это определенно может быть там немножко вау, то буквально через несколько лет это не будет вау, это будет must-have. И что делать, если уже существуют известные бренды, которые там много лет работали в этом направлении? Что делать, как? Я сейчас на этом примере хочу показать, вы можете полностью там трансформировать это на свои ниши. Просто задумайтесь над этим. Да? То есть это не то, что я сейчас вам буду продавать электроскутеры. Я хочу вам просто показать модель, чтобы вы могли подумать на эту тему и как-то трансформировать это у себя в товарном бизнесе. Либо не в товарном бизнесе, а в технологичном, о котором я чуть дальше буду говорить. Так вот, как конкурировать с известными брендами? С помощью технологий создавать свой рынок и целую экосистему. То, что сделала Tesla. Что сделала Tesla? Tesla создала продукт, и они полностью продают запчасти, то есть они создали свою огромнейшую экосистему. И они ни от кого не зависят, они продают свои товары, они заряжают там своими станциями и так далее. Давайте представим, вот,
Что бы было, если бы вы поставили у себя во дворе станцию шеринга батарей для мопедов? Могли бы вы конкурировать с Цитрусом, если бы вы поставили станцию, которая достаточно доступная по цене, вот такую вот станцию шеринга батарей? Украсть достаточно сложно, разве что всю станцию в КАМАЗ погрузить, может быть. Но так вы не достанете батарейку, пока не привяжете свою карточку. Карточку привяжете, пожалуйста, воруйте, вам будут только благодарны. С карточки денежка все снимется. Если не снимется, коллекторы придут. Когда создаются подобные технологии, то известные бренды могут пошатнуться. Как произошло с Теслой? Были известные бренды, подобные Mercedes, BMW, и так далее. Все думали, достаточно линейно. Да? И как с ними конкурировать? Заходить, вбухивать огромное количество денег и так далее. Илон Маск просто создал вообще новый продукт и начал по-другому мыслить, то есть он просто по-другому мыслит, начал по-другому вести бизнес. И сейчас они немножко, скажем так, уже начали переживать, потому что мир идет в сторону электромобилей, это явно видно. В Шэньчжэне, например, в Китае, весь электротранспорт, у нас вот есть ребята данилюки, они в Китае тоже частенько живут, да, вот в Шэньчжэне весь электротранспорт, весь городской транспорт полностью электро. То есть и электромобилей уже огромное количество. Так вот, если вы будете действовать подобным образом, привозите станцию, да, вы четко можете продавать свои мопеды. То есть вы не только сдаете в шеринг, вы можете уже продавать свои мопеды. И когда ваш сосед увидит, насколько просто, вам не нужно заряжать, вы можете заряжать, если хотите, но с вашим мопедом можно приехать быстренько, в мопед поставить 2 батарейки, да, и поехать. 50, если батарея стоила бы там 50 гривен зарядка, ну, мне кажется, достаточно адекватно. Что если вы поставите такую станцию еще на остановке возле работы? А что если я скажу, что ваш электроскутер экологичнее, потому что энергия добыта более экологичным способом, чем у конкурентов? То есть это все технологичные вещи, которые позволяют вам конкурировать с большими брендами. Это все о продаже электроскутеров. И сегодня, когда все продают электроскутеры, либо электросамокаты, они немножко, то есть они думают в одном направлении, да? Но когда вы начинаете создавать просто экосистему и привозить свои электроскутеры, все, о чем я сейчас рассказываю, это уже существует. Например, в Тайване вот таких электростанций на данный момент уже около 2000 стоит. В Китае фабрики производят эти вещи. Вот на данный момент я был на фабрике, на которой производят вот эти станции. То есть это все уже существует, сейчас можно спокойно этим заниматься. В Украине я такого не видел. Видел кто-то в Украине, может быть? То есть это новая тема, которая полностью меняет, трансформирует сознание всех, кто ездит на электромопедах. Да? То же самое с электросамокатами и так далее. Замена батареи за 6 секунд происходит. То есть вы приехали, поменяли, QR-код отсканировали, карточка у вас привязана, понятно, если вы регулярно пользуетесь. Батарейки взяли, свои поставили и все. Компания NIO. На 1.01.20 270 тысяч заказов у них размещено на электромобиле, и они их пока не могут выполнить. То есть вот эти станции сейчас расставляются по Китаю, и у компании NIO очень большие планы. Это из последней трансляции, там порядка где-то 20 тысяч человек в Шэньчжэне были на прямой трансляции вот этого видео. У них такой местный Илон Маск, очень атмосферно, да, там огромный зал, ну, вот очень атмосферно, кому интересно, зайдите, посмотрите. Так вот, NIO в своем классе за последние 3 месяца в Китае вошла в топ-10 среди своего класса. Теслы здесь нет. То есть Тесла, есть китайские машины, а есть китайский электромобиль, который вошел в топ-10, и Теслы здесь уже нет. И бензиновые машины пошатнулись. То есть это уже сегодня, то есть эта трансляция была в конце декабря, 29 декабря, если не ошибаюсь. Хочу месседж донести, опять же, мы говорим про машины, я все эти вещи перекладываю на свою товарку, перекладываю на свой бизнес. Да? То есть здесь важно правильное мышление. Для того, чтобы конкурировать,
и не переживать о том, что там появляются новые и новые конкуренты. Когда вы создаете свою экосистему, вам, в принципе, все равно. Так вот, люди хотят доступные, экологично надежные продукты, которые экономят их время. Предприниматель хочет, чтобы каждый покупатель становился его постоянным клиентом, да, то есть это с двух сторон. Есть экосистема продажи и аренды павербанков, экосистема электромопедов. То есть это все экосистемы, которые создаются. То есть от товарки все плавно это поняли и идут, создают свои экосистемы, которые вот вы продаете 1000 электроскутеров, получаете 1000 клиентов, которые у вас заправляются и рекламируют ваш бизнес. Вы их подвязываете под себя, и они потом с вами работают. И уже человек не думает о том, чтобы пойти купить прикольный там электроскутер в Цитрусе. Он лучше купит электроскутер надежный, которому доверяет, который он может спокойно заряжать. Это мой новый бизнес в Украине. Я сейчас покажу просто на примере его детально, именно о технологии. Хочу на этом примере, то есть вот эти все вещи просто разобрать детальнее чуть-чуть, чтобы вы поняли, как можно зарабатывать на новых технологиях. Понятно, что там каждый сталкивается с проблемой разряженного телефона, в ресторанах это популярно, уже на данный момент есть павербанки, у ресторанов есть боль, они покупают павербанки, их воруют, они покупают снова, их воруют, то есть и у них есть боль. И официанты вместо того, чтобы думать о клиентах, о том, чтобы принести еду, думают, не украдут ли павербанки, а их, конечно же, воруют. Я совершенно случайно взял павербанк, есть ресторан «Веранда» на Днепре, может быть, кто-то знает, и с ним ушел. То есть я его на автопилоте, у меня есть павербанки, но я его на автомате в сумку положил и с ним ушел. Потом пришел, его вернул. Ну, то есть сам факт, что это происходит. PowerNow – это сервис аренды зарядных устройств. Клиент может взять устройство аренду, зарядить свой телефон, где бы он ни был, и вернуть он может в любой станции, в любом месте, в любом ресторане, в институте, университете, на вокзале, в аэропорту, где угодно. И человек становится более мобильным. Когда у вас сел телефон в ресторане, вы сидите и с этим павербанком не можете никуда уйти. Здесь вы просто спокойно уходите и возвращаете его в любом другом месте. В мире есть уже компании, их очень много, у которых есть более 500 тысяч станций. Это для понимания рынка вообще, который сейчас происходит. Что нужно сделать, чтобы взять павербанк? Устанавливаете приложение, сканируете QR-код, привязываете карточку и берете павербанк. Как вернуть павербанк? То есть, понятно, находите станцию, возвращаете павербанк, и автоматически у вас списывается там нужная сумма, которую вас там блокируется. Я сейчас хочу рассказать самую главную вещь. Там, понятно, это первые полчаса бесплатно. То есть вы можете просто на данном этапе просто подходить, полчаса отзарядились, вернули, все, ничего не надо платить. То есть вот таким образом работает система. 30 минут 10 гривен, если у вас, то есть в сутки максимум 50 гривен. Если 50 гривен уже получилось, можете возвращать спокойно через сутки. Хочу вам рассказать ключевую вещь, что можно делать, как можно зарабатывать на современных технологиях, которые только появляются. Вот здесь говорили о маркетплейсах. Кто не знает, у меня есть такая площадка Market Plus называется. Да? Вот Артем Шевченко, Хабер, у меня есть Market Plus. Примерно там где-то в одно и то же время, вот когда только розетка стала маркетплейсом, так как мы давно работаем с розеткой, мы это знаем, я говорю, ребят, давайте попробуем. Да? И мы тоже начали пилить там платформу, чтобы через нас выгружали на розетку. Это Market Plus. Здесь, когда вот это было на хайпе, я говорил, ребята, заходите на розетку. И многие сомневались. Даже не многие, большинство сомневалось. На данный момент это тема. То есть эта тема, потому что эта тема уже существует у наших северных соседей, эта тема существует уже в Европе. Каждые 2-3 недели на Apple Store появляются все новые и новые компании. И это началось буквально последние полгода. То есть это новая тема. Есть три вида, скажем так, агент, инвестор и мерчант, как можно зарабатывать на этих станциях. Да, то есть как можно зарабатывать. Инвестор – это человек, который инвестирует, который покупает эту станцию. Да, то есть он просто платит деньги, покупает у нас ее в свою собственность и дальше ее ставит, где он хочет. Агент – это человек, который занимается расстановкой этих станций. То есть часто инвестор не хочет заниматься расстановкой, агент – это человек, который ее расставляет. То есть вы поставили в одном ресторане,
там, скажем так, трафик так себе, вы решили в другом, переставили в другой и так далее. У вас есть доступ в личный кабинет системы, вы в онлайне постоянно следите, сколько у вас берут заряд. Да? И мерчант. Мерчант, другими словами, это ресторан, это универ, это, то есть это там, где стоит эта станция. Каждый из тех, кто вот в этой цепочке, каждый зарабатывает, каждый может зарабатывать. Да? Все, что сейчас говорю, вы можете перекладывать на что-то свое. Да? Это история о том, как можно продавать пауэрбанки, когда есть на рынке уже более, скажем так, устоявшиеся бренды, крутые пауэрбанков и так далее. Да? Как можно продавать дороже. Что нужно, чтобы стать агентом? Да? То есть там достаточно простые вещи, там пройти собеседование на адекватность определенно с коллегой, с сотрудником PowerNow, действующий FLP, то есть нужно СПДшку иметь, потому что все взаимоотношения официальные, это полностью легальный бизнес, и все отчисления раз в месяц вам приходят на счет. Купить от 3 станций PowerNow, если вы агент, то есть вот в нашей сетке агентов, это обязанность заключения договоров, администрирование наличия пауэрбанков в станции, смена локаций, если нужно, и присутствие на всех сборах PowerNow. Мерчант заведения может получать 5%, либо 35%, если оно его покупает. То есть если ресторан просто может у нас себе купить эту коробку, и он уже через 4 месяца отобьет ее, и для него головная боль с пауэрбанком пропадает раз и навсегда. Он больше не думает, как на розетке заказать пауэрбанк и чтобы его не украли. А есть еще момент, что он на нашей карте как точка, то есть у нас планируется порядка 5000 станций только в Киеве. И если в вашем ресторане нет наших пауэрбанков, то не факт, что к вам человек зайдет. Потому что либо кто-то вернет, либо кто-то возьмет. Станции. Есть на 8 $658, это розничная цена. Есть на 24, есть на 48. 24 $2458, это которые можно ставить в аэропорту, на ЖД-вокзале, в университетах. Эта тема самая трафиковая будет в университетах. Да? Университеты, там, техникумы и так далее. И как раз вот такие большие станции будут актуальны. 4 месяца выход в Себес, то есть покупай, инвестируйте через 4 месяца, потом просто, как мы любим говорить, бизнес на автомате. Кому интересно быть агентом, мерчантом, либо инвестором, сканируйте этот QR-код, в ту группу просто мои ребята сбросят всю детальную информацию, также мою презентацию, и вы можете получить то есть, все детали. На данный момент количество агентов ограничено, то есть мы не будем развивать сеть агентов прям огромную, там, сотнями, потому что будет такая как бы конкуренция друг с другом. Да? То есть на первом этапе мы берем только 50 человек и с 50 людьми будем работать, будем встречаться, работать и так далее. Здесь 3 шнурка. Все пауэрбанки сделаны на фабрике Foxconn. На Foxconn делаются айфоны, Huawei, Oppo, все крупнейшие бренды телефонов. И все вот эти вещи, то есть рассчитаны на 100 тысяч, каждый пауэрбанк рассчитан на 100 тысяч открытий и на 1000 зарядок. То есть вот таким образом работает. Вы можете заряжать им iCas, телефон, все что угодно. И, соответственно, когда вы возвращаете, автоматически деньги списываются. Если это полчаса бесплатно, значит с вас ничего не списывается. Вот в группе будет вся информация. Всем спасибо за внимание. Окей, спасибо большое, Артем.